Всем привет, дорогие друзья! В прошлом уроке мы рассматривали, как перехватывать трафик с Android эмулятора, анализировать его и также видоизменять. Я так подумал, это все, конечно, здорово, когда мы используем это в контексте просто браузера, да, то есть открываем сайты, с ними взаимодействуем. Но почему бы нам не попробовать взаимодействовать с приложениями? Взаимодействовать с приложениями на Android несколько сложнее, чем с веб-сайтами. Просто по той причине, что каждое приложение использует специальные протоколы защиты, и они просто так не хотят, чтобы мы видели этот трафик. Следовательно, нам придется использовать специальные инструменты. Для этого есть такая интересная штука, как Frida. Вот Frida позволяет установить нам на Android эмулятор, так называемый сервер, на сам эмулятор, да. На компьютере у нас будет стоять Frida клиент, а с помощью Chaos мы будем таким образом перехватывать трафик. И тут вот какая проблема возникает. Для того, чтобы установить Frida сервер на наше устройство, нужно, чтобы телефон был ручный. То есть телефон полностью можно было использовать с правами root, чтобы ставить туда все, что нам угодно. Далеко не все эмуляторы с такими привилегиями. То есть вот такая вот дилемма. И тут можно использовать либо платный эмулятор Genymotion, который специально как платная функция позволяет нам скачивать именно такие эмуляторы, либо найти подходящий эмулятор в Android Studio, возможно, старой версии Android, 10, допустим, да, и с ним взаимодействовать. Вот сегодня как раз таки будем использовать этот вариант. Но я хочу сказать, что это не единственный вариант. Второй вариант, который мы можем использовать, это непосредственно пропатчить само приложение. То есть мы можем взять, декомпилировать приложение, вставить внутрь туда сам Frida сервер, собрать его снова и поставить на любой телефон Android. Это кажется более логично. Да, но сегодня будем смотреть такой более изысканный способ, что ли, да, как мы будем ставить Frida сервер на устройство, с ним взаимодействовать, это, мне кажется, даже интереснее. Но декомпиляция тоже интересна, поэтому, если вам это интересно, напишите в комментариях, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, и на следующих уроках мы это обязательно разберем. А сейчас поехали! Итак, что же нам нужно? В первую очередь нам необходим эмулятор. Где же его взять? В прошлом уроке мы разбирали, как можно эмулятор поставить в Android Studio и как его запускать. Сегодня же что мы можем сделать? Мы можем либо использовать что-то другое, вот допустим Genymotion, да, смотрите, есть Genymotion, можно зайти на сайт. Один из наиболее популярных эмуляторов, который позволяет запускать кучу Android образов, да, но в нем какая проблема? Бесплатная версия, она хороша, если мы просто ее используем для запуска наших приложений. Но если же мы хотим получить права админа, то бишь root, здесь некоторые проблемы, нужно за него заплатить. Поэтому Genymotion сегодня мы откидываем пока что. Но я вам говорю, что в принципе это очень хороший эмулятор, его можно использовать. Сегодня же мы будем использовать Android Studio, который можно скачать с этого сайта developerandroid.com/studio. Это бесплатная среда, и нам она прекрасно подходит, почти прекрасно. Запустили Android Studio, нажимаем сюда, Virtual Device Manager. Кстати, в прошлом уроке мы разбирали, как можно запускать все эти устройства с терминала. Посмотрите, там довольно интересно. Что мы хотим? Мы хотим устройство, чтобы у нас поддерживало root, то есть чтобы оно давало нам возможность что угодно ставить на это устройство. Поэтому нажимаем сюда плюс и ищем здесь необходимое нам устройство. Мне пришлось поковыряться, чтобы найти такое. Вот, допустим, Pixel 7, посмотрим здесь, не подходит. Видите, что Google Play. Google Play, если написано здесь, все, мы не можем ничего с ним делать, не можем видоизменять. Вот так вот, просто все образы, где есть Google Play, нам не подходят. А нам нужно, чтобы Google API была, а не Google Play. Поэтому смотрим Pixel 6, сюда нажимаем, вот Q. Вот это тот образ, который я использовал. Можете его тоже использовать. Видите, API Level 29, там после 30, я так понимаю, появились довольно сильные ограничения по безопасности, да? Поэтому я советую ставить Q-версию и 29 API. Google API, но не Google Play. То есть, если написано Google Play, не ставьте. Вот у меня есть Pixel XL, API 29, Android 10 Q. Его и запускаем. Вот такие вот ограничения, к сожалению или к счастью. Тем не менее, вы можете либо свой телефон рутануть и таким образом позволить любой код запускаться на нем, либо использовать эмулятор. На своем телефоне я не советую это все делать. Купите специальный телефон, на котором можете играться и что угодно делать. И записывать прошивки любые, которые вам нужны. И тогда, да, здорово. На своем телефоне я не советую. Второй этап. Что нам нужно сделать? Нам нужно поставить сервер Frida на наш телефон, да, чтобы он перехватывал запросы с телефона. Заходим на GitHub, Frida Releases. Здесь находим сервер. Находим версию ARM64. Почему эта версия? Ну, потому что эмулятор у нас использует ARM64 процессор. Вот поэтому файл скачан, распакован, и можно ставить его в наш эмулятор. Вот он у меня, Frida сервер. Чтобы его поставить, будем использовать ADB Shell. ADB Tools, они поставляются вместе с Android Studio. Поэтому, как только вы поставили ADB Tools, при наборе ADB Devices, ваше устройство должно быть отображено здесь. Вот как у меня. Потом копируем непосредственно файл. Итак, вот у меня есть специальная команда для этого. Мы используем ADB Push, для того, чтобы отправить с локального компьютера файл на наш
удаленный эмулятор. Итак, ADB push, Frida server, data local temp. Ну, можно в любую другую директорию на нашем устройстве. В принципе, никакого значения не имеет. Скопировали, все. Файл отправлен, все получилось. Далее, что нужно сделать? Нужно дать ему полномочия на запуск. В любой Unix-системе, когда мы получили какой-то файл, мы должны дать ему определенные полномочия на запуск. То есть скрипт, допустим, какой-то файлик, вот всему этому нужно дать такие полномочия. Для этого существует команда chmod. Chmod плюс x. То есть x это executable, то есть позволить запускаться этому файлу. Что мы, собственно говоря, делаем с помощью команды adb shell. adb shell, chmod плюс x и, собственно говоря, здесь полный путь. Если вам интересно полностью по командам adb, можем сделать отдельный урок и разобрать это. Думаю, это всем интересно будет. Итак, при наборе этой команды мы получили права на запуск Frida сервера. Итак, мы теперь можем запускать наш Frida сервер. Для этого нам нужно использовать эту вот команду adb shell, потом путь к нашему Frida серверу и вот этот вот значок. Означает, что мы запускаем его. Но одна важная вещь. Нам необходимо удостовериться, что мы в нашей системе являемся рутом, полностью администратором. Давайте зайдем в adb shell, набираем в эмуляторе who am I и видим, что мы являемся shell'ом. А shell это просто пользователь, то есть это еще не root. Так вот, нам нужно вернуться сюда, вот вернулись и набрать команду adb root. Все. И вот теперь мы, собственно говоря, можем запускать наш Frida сервер. Все, после набора этой команды мы можем видеть, что наш сервер запущен. Видите, у нас отображено здесь. Как мы можем проверить? А очень просто. Можем зайти снова в систему, то есть в наш эмулятор залезть, набрать adb shell. Что мы здесь видим? Пока ничего не видим, поэтому набираем топ. И видим список процессов. Это самое интересное, друзья. Самое интересное покопаться в процессах, что запущено. Но, собственно говоря, можем здесь пролезть и посмотреть. Куча всяких разных Android фреймворков запущено, но мы пока не видим Frida сервер. Ладно, вернемся. Зачем сортировать среди этой кучи? Правильно? Правильно. Набираем clear, чтобы это все очистить. И набираем ps, чтобы узнать список процессов. Набираем a. А это, собственно говоря, снова нам отобразит весь список процессов. Но нам что интересно? Нам нужно отфильтровать по названию сервера, да, то есть Frida сервер. Поэтому нажмем вот так вот. Эта команда нам позволяет перенаправить выход с PS в grep. А grep это что? Это фильтр, по большому счету. Можем отфильтровать по определенному ключевому слову. Поэтому пишем здесь, что мы хотим. Ну, мы хотим, чтобы у нас был сервер. Frida набираем здесь. grep Frida. Итак, что мы видим? У нас здесь написано, значит, 4818. Это, значит, у нас ID этого процесса. То есть процесс запущен, все хорошо работает. Теперь можем его использовать. Возвращаемся. Мы знаем, что все хорошо. На эмуляторе запущен процесс сервера. Далее, что нам нужно сделать? Нужно поставить определенный APK, то есть программу, которую мы тестируем, да, то есть логично, мы хотим какую-то конкретную же программу тестировать. К сожалению, так не получится, что мы будем использовать это все для анализа всех программ. Нужно запустить конкретную программу, подключить Фриду к именно конкретной программе этой. Что же мы сегодня будем тестировать? А тестировать мы будем F-Droid. По сути, это бесплатный магазин приложений, open source. Можно его поставить на телефон и скачивать что угодно. Приложения, конечно, на любителя, но какие есть. И нам же сегодня просто интересно посмотреть трафик отсюда, правильно? Поэтому нажимаем Download, скачиваем, и мы можем устанавливать его в эмулятор. Проверяем, что приложение у нас этого нет в системе. Окей, здесь его нет. Хорошо, теперь ставим. Сначала смотрим ls, чтобы увидеть, что у нас приложение это есть локально. Вот оно, fdroid.apk. Ставим adb install fdroid.apk. Нажимаем performance streamline install success. Смотрим, где у нас оно. Вот оно, fdroid. Все успешно поставилось. Теперь у нас есть сервер, у нас есть приложение. Нам еще не хватает несколько компонентов, но мы уже близки, мы уже на полпути, поэтому продолжаем дальше. Следующий этап — установка Charles сертификата в наш эмулятор. В одном из последних видео, собственно говоря, я это и разобрал. Поэтому можете посмотреть его, чтобы понять, как это делать. Нам нужно скачать сертификат на компьютер. Вот он у меня уже есть. Я его беру сюда вот и перетаскиваю в эмулятор, чтобы он поставился. Готово, он установлен. Вернее, он не установлен, он только скачан. Чтобы его поставить, нужно зайти в настройки, settings, набрать здесь cert, install certificates и выбрать install certificate. Выбрать здесь downloads, так у нас в скачанных. Нажимаем сюда, называем сертификат Charles. Окей. Итак, он установлен. Возвращаемся. А можно посмотреть, кстати говоря, какие сертификаты есть у нас на телефоне. Trusted Credentials. И видим здесь System и User. Смотрите, что когда мы поставили сертификат в систему, он поставился в сферу User. Это, грубо говоря, несколько ограниченный сертификат, и он не имеет полной полномочия над системой. Но, так как у нас телефон rooted, то есть полностью разблоченный, да, на установку всего что угодно, можно залезть и поставить его и в System, в принципе. Ничего не запрещает нам это сделать. Но пускай он в User стоит, потому что нам, в принципе, этого хватает. Закрываем это. Все, сертификат стоит. Следующий этап — установка необходимых тулзов на наш компьютер. А нам нужна Frida
Tools поставить. Frida Tools ставится с помощью команды pip3 install Frida Tools. А что такое pip3 install Frida Tools вообще, да? Это, грубо говоря, пакетный менеджер для Python. Про установку пакетов в Python есть отдельная статья. Не хочу фокусироваться на этом. Просто нам нужна вот эта одна команда. Install Frida Tools. Ее мы, собственно говоря, и запускаем. С помощью этой команды можно поставить все на компьютер глобально. Но есть такая проблема, что иногда не хочется ставить глобально на компьютер все эти утилиты. Поэтому я использовал такую интересную вещь, как environments. То есть в Python сейчас можно сделать в отдельной папке определенный environment и в нем поставить необходимые нам тулзы, что я и сделал. Давайте я перейду вот сюда, вот в этой папке Frida. У меня, собственно говоря, и стоит это необходимое environment. В Python, чтобы поставить эту виртуальную среду, можно использовать команду python3-m и далее название среды. Вот virtual environment, new virtual environment. Вот так она будет называться. New virtual environment. Потом source, название этой среды, bin activate. Собственно говоря, у меня эта среда уже установлена, поэтому все, что мне нужно, это ее активировать. Пишем source, потом путь до нашей директории с виртуальной средой, потом /bin и activate. Таким образом ее активируем. Все показано virtual environment, можно использовать Frida Tools. Если мы наберем Frida, у нас отобразится вот что. Значит, все, Frida установлена, все хорошо. Если же у вас она не установлена, набираете pip3 install Frida Tools. И все, после этого все будет установлено в вашу виртуальную среду. Далее, что важно, чтобы анализировать трафик с нашего Android эмулятора, необходимо, чтобы Charles Proxy знал точный IP и порт для доступа к нашему, собственно говоря, эмулятору. Для этого запускаем наш любимый Charles, который хоть и гличный, но любимый. Итак, Charles запущен, но пока я анализ трафика выключу, нажимаю эту кнопку. Далее что смотрим? IP-адрес нам нужен help local IP address. Вот у нас такой вот локальный наш IP-шник. Смотрим, чтобы в нашем эмуляторе точно такой же стоял. Settings, proxy. Что мы здесь видим? IP не такой. Нужно поменять его. 198.57.172. Apply, ставим, запускаем. Иногда необходимо потом перезапустить наш эмулятор, потому что не всегда все подхватывается. Вот так вот сходу. Но по идее должен работать. Давайте-ка посмотрим. Запустим анализ трафика. Википедию. Так, ну у меня тут оно крашится. Не самый надежный этот эмулятор, честно говоря, у него есть некоторые проблемы. Зайдем сюда, в сеттинги. Мне кажется, здесь мы еще кое-что не доделали. Нужно зайти в Network, Wi-Fi, выбрать здесь настройки, выбрать тут, прокси, manual. Ставим здесь нам необходимый прокси. Поставим тут IP-адрес опять же. 192.168.7.172. Так, 88.88. Обычно такой. По-моему, такой порт. Если зайти в Help SSL Proxy, так, да, 8888. Все, подходящий нам порт. Save. Надеюсь, после этого будет работать. Хотя иногда возникают проблемы. Все, пошел трафик, можем все это дело подхватывать. Выключаем пока анализ, чистим. Давайте теперь, дорогие друзья, запустим Frida клиент и настроим его на анализ трафика с Frida сервера на эмуляторе. Но мы можем подцепить его к конкретному процессу, то есть к нашему приложению. Итак, открываем список приложений, выбираем F-Droid, вот он здесь вот. Но ничего он делать не будет по той простой причине, потому что у нас стоит прокси-сервер и весь трафик перехватывается в Charles. То есть пока не перехватывается, просто потому что мы не разрешили это все делать. А вы видите, ошибка. Пока что не перехватывается. Почему не перехватывается? Потому что там стоит специальная защита в приложении, которая не позволяет без дешифрации, без отключения сертификатов, да, перенаправлять трафик. То есть если с веб-трафиком все хорошо, то есть веб-трафик идет спокойно, то вот именно трафик с приложений нет. Его нужно специальным образом подшаманить. Что, собственно говоря, делать мы и будем сейчас. Нам нужно запустить Frida клиент, который подключится к эмулятору, к серверу, и, собственно говоря, они вместе свяжутся и будут обходить все эти ограничения. А что нам для этого еще нужно? А для этого, дорогие друзья, нам еще нужен файлик, в котором прописаны все методы обхода этих сертификатов. Грубо говоря, вот он у меня здесь есть, SSL-Pin.js. То есть там все правила прописаны, как их обходить, что именно обходить. Честно говоря, я не вникал в суть этого файла, да, потому что нашел его в интернете. Я, естественно, его приложу к описанию. Но нам нужно сказать, что будем использовать эти правила, грубо говоря, да, для обхода трафика. Давайте посмотрим, что там внутри, кстати говоря, есть. Cat SSL-Pin.js. Смотрим. Итак, здесь очень много разных правил по обходу наших сертификатов, что, собственно говоря, нам и нужно. Теперь нам нужно узнать номер процесса, который отвечает за вот это вот F-Droid, это приложение. Мы это, в принципе, уже делали, поэтому давайте снова зайдем ADB Shell, PSA, grep, Droid. Но Droid плохой фильтр, потому что там много всего, потом напишем F-Droid. А вот он, собственно говоря, F-Droid и номер процесса 6964. Запоминаем, что у нас именно этот номер. Теперь подцепляем к нему нашу Frida. Вот такая вот команда отвечает за именно подключение к нашему Frida серверу. Итак, мы узнали наш ID процесса, теперь нам нужно вернуться в нашу систему, так как мы сейчас находимся в эмуляторе, и запустить, собственно говоря, процесс Frida клиента, чтобы он подключился к Frida серверу и анализировал трафик, а потом в Charles он обрабатывался. Итак, для этого есть эта команда, вот она здесь.
здесь, пишем frida-u-p, это процесс, то есть номер процесса, грубо говоря. Здесь прописываем что? У нас 6964. SSL pin, то есть по идее теперь он должен прекрасно анализировать трафик с нашего приложения. Запускаем. Все запустилось хорошо, мы видим, что здесь у нас разные всякие логи идут. Но по идее теперь, если мы вот так вот сделаем, у нас пойдет трафик. Да, трафик пошел, updating certificates. Запускаем здесь анализ трафика. Итак, трафик пошел, мы его весь здесь прекрасненько видим. Без всякой шифрации, все в открытом виде можно посмотреть. Контент, видите, картинки, да все что угодно можно посмотреть, в принципе. Нам ничто не запрещает влезть и посмотреть разные запросы. Но можно перейти, допустим, к VLC, допустим, наберем здесь VLC и посмотреть, что у нас происходит при этом запросе. Давайте здесь напишем VLC. Вот здесь вот и набираем еще раз VLC. Как мы видим, при загрузке VLC была куча разных запросов, и в том числе на картинке, да, допустим, эта вот картинка у нас есть. Вот она здесь у нас отображена. Мы можем видеть полностью запрос на эту картинку. Но нам хочется поставить breakpoint, правильно? Мы хотим, чтобы поставился breakpoint на эту картинку, и, допустим, она не отображалась, не прокачалась, потому что мы хотим его перехватить. Естественно, в случае с приложением мы можем точно так же это использовать, как мы использовали это и в вебе. То есть можем поставить breakpoint на эту конкретную картинку. Вот на здесь, нажимаем тут, ставим breakpoint Settings. Breakpoint Settings, вот у меня стоит тут breakpoint, только что, который мы сформировали, да, поэтому давайте его поменяем. Давайте уберем HTTPS, как бы чем меньше фильтров, тем лучше. Поставим это, уберем порт, оставим лишь только путь. Android, repo и вот все, всякое такое, да. А может быть даже чуть-чуть его видоизменим. Давайте уберем здесь вот Android, ну потому что путь может немножко меняться на сайте, да, то есть картинка может быть и там лежать в одном пути, и в другом, поэтому все-таки нужно поменьше, чтобы условий было, да. Вдруг не сработает. Давайте поставим здесь звездочку, вот такой вот. Вот он путь у меня стоит. Звездочка. Звездочка означает все, что угодно до этого пути, и потом дальше путь до скриншота. 00 PNG. Выбираем здесь что? Ну, либо request, либо response, да. Если ставим на request, то breakpoint сработает при отправке запроса. Если ставим на response, то при получении ответа. Нас интересует только response. Ставим ОК и ОК. Все. К сожалению, сейчас если я так сделаю, оно не сработает в VLC. То есть все по-прежнему так и осталось. Не сработает там по той причине, что нам необходимо почистить кэш и перезапустить наше приложение, чтобы все это дело сработало. Закрываем его, заходим в настройки, App Info, Storage and Cache, чистим storage полностью. Все почищено, можно снова запускать приложение. Но, естественно, наш процесс закончился, потому что мы здесь его закрыли, поэтому все. Теперь снова нужно подцепить наш Frida клиент к нашему Frida серверу и указать приложение, которое мы тестируем. Поэтому нам необходимо что сделать? Правильно, открыть приложение. Видите, все та же самая проблема. То есть приложение не запущено, Frida, трафик не идет, все на стопоре. Давайте почистим здесь все. Остановили анализ трафика, пока нам не нужен. И здесь нам что нужно? Нам запустить Frida клиент. Та же самая история. Чтобы узнать ID-шку, заходим в ADB Shell, смотрим PSA, grep, набираем здесь F-Droid. Итак, вот он здесь, 7354. Видите, уже другой ID этого процесса. Возвращаемся обратно в наш localhost, в нашу систему. Пишем снова Frida, UP, и здесь указываем номер процесса 7354. Теперь он должен нормально отработать. Ну, давайте включим анализ трафика. Во-первых, убедимся, что breakpoint стоит. Breakpoint settings, да, все нормально. По идее, должно отработать. Ставим, включаем здесь. Запускаем наш Frida клиент с нашим SSL пином. Снова с правилами, да, по которым мы анализируем наш трафик. Имеется в виду в плане SSL, да. Так, запустилось. Можем обновляться. Пошли запросы. Все, трафик пошел. Видите, мы видим здесь, что все запросы снова идут. Мы можем поставить снова VLC и теперь снова выбрать VLC-шку. Брейкпоинты стоять должны, естественно, и должно теперь сработать. VLC. Опа, брейкпоинт сработал. И я хочу отменить запрос. Я говорю, аборт. Нет, не давай этот запрос. Снова пришел новый запрос, я говорю, аборт. Постоянно пытается. Все. То есть, постоянно подает запросы и пытается его исполнить. То есть, там стоит задача на несколько разных запросов. Ну ладно, нажимаем Execute, и пускай эта картинка загрузится. Вот картинка загрузилась. Итак, друзья, что получилось в итоге? Получилось, что мы смогли проанализировать Android трафик, его перехватить, посмотреть, чтобы картинка по нашим условиям либо грузилась, либо нет. Также можно ее, естественно, поменять там вот в запросе, загрузить вместо нее какую-то другую картинку с интернета. То есть, ну, это же ваше приложение, да, то есть локально поставлено. Можете делать, что хотите с ним. Можете его менять по вашим любым критериям. Но, естественно, это еще не декомпиляция и не изменение приложения. То есть, вот можно вообще полностью его пересобрать под ваши нужды, переделать как-то, но это уже, понимаете, такая этическая сфера. Как бы здесь уже, если вы делаете какое-то специальное приложение в какой-нибудь банковской сфере или другое, понимаете, что это все-таки с этим связаны некоторые законы, которые мы нарушать не можем. Поэтому мы с точки зрения только
этическое все это анализируем. Поэтому я выбрал приложение F-Droid, потому что, это open source приложение, с ним можно играться как хотите. А когда мы говорим о чем-то другом, да, других приложениях в разных сферах, здесь уже есть некоторые правила, которые мы нарушать не можем. И в следующих видеоуроках мы будем разбирать еще больше интересного. Ребята, спасибо за просмотр. Если вам понравилось, поставьте лайк обязательно. Мне это очень нужно, и для алгоритмов тоже, потому что я тогда понимаю, окей, этот контент интересен, вам нравится, буду делать еще. И оставьте комментарий, как вам этот урок. Может быть, что-то я упустил, может, что-то вам еще хочется услышать. Спасибо и пока.